Всем привет, меня зовут Наташа Кинза. Сегодня я вам предлагаю связать вот такую манишку или снуд, называйте это как хотите. Надевается через голову и вяжется очень просто, очень быстро, вяжется крючком из любой подходящей пряжи, которая у вас есть. Вот у меня был один моточек пряжи всего, и вот сколько у меня осталось еще с этого моточка пряжи. 100-граммовый моточек, 220 метров в 100 граммах. Вот еще сколько осталось. Еще на одну манишку хватит. Очень хорошо ребятишкам такое связать, да и взрослому человеку под любую куртку, под пальто. Надел быстренько и все. Шея в тепле, душа в тепле. Давайте вязать. Для работы нам потребуется пряжа. Но вот у меня все, что осталось здесь. Название вам не буду говорить. Не помню, утеряна давно этикетка, если честно. Но это полиакрил. И вот метраж я вам уже сказала. Подобрала крючок номер 4. Ножнички. Больше нам ничего и не нужно. Только наши золотые ручки. Итак, начинаем вязать. Я вяжу на обхват головы 56-58. Ну, в принципе, я думаю, что эта вещь безразмерная. Поэтому набираем 77 петель. Набираем воздушные петли. Цепочку вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итак, 77 раз. Моя манишка уже связана. Второй раз я вязать ее не буду. Я свяжу такую маленькую микро-манишку, микроснуд. Для того, чтобы показать вам, как вязать. Но я буду проговаривать все ряды, и вы все поймете. Здесь все очень просто. Вот, допустим, вы набрали 77 воздушных петель. Находим первую петельку от начала вязания. Крючок туда вводим. И... Так, неправильно сделала немножечко. Выпрямили цепочку нашу аккуратно. Нашли первую петлю. И рабочую нить просто протянули через 2 петельки. Все, у нас получился вот такой круг. У вас он будет немножко побольше. Вяжем 2 воздушные петли подъема, накид. Вот в эту первую петельку сразу провязываем столбик с одним накидом. Накид. В следующую петельку вяжем столбик с одним накидом. Накид. В следующую петельку также вяжем столбик с одним накидом. По кругу мы вяжем столбики с одним накидом в каждую петлю до конца ряда. Довязали ряд до конца. Ну, у вас будет побольше ряд, конечно. И вот сюда, между первым и вторым столбиком от начала вязания мы вводим крючок. Вот так. Не в петлю, а между столбиками. И соединительной петлей закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема. Накид. И вот этот первый столбик, следующий, который у нас пошел, да. Вот этот мы наростили нашими петельками воздушными. И вот следующий столбик. Обхватываем крючком сзади. Вяжем выпуклый столбик с одним накидом. Накид. В следующую петельку вяжем, как при обычном вязании, в петлю. Накид. Следующий столбик обхватываем крючком спереди и вяжем вогнутый столбик с одним накидом. Накид. В следующий столбик провязываем, как при обычном вязании. Вот так мы будем повторять вязание до конца ряда. Накид. Выпуклый столбик с одним накидом. Накид. Обычный столбик с одним накидом. Накид. Вогнутый столбик с одним накидом. Накид, обычный столбик с одним накидом. Так мы вяжем по кругу до конца ряда. То есть вогнутый столбик обычный,
вогнутый столбик, обычный, выпуклый, обычный, вогнутый, обычный. Чередуем их. Довязали до конца ряда. Вот находим эти первые петли подъема 2. Между столбиками вводим крючок и закрываем ряд. 2 воздушные петли подъема. И теперь все очень просто. Теперь мы вяжем по рисунку. Там, где у нас выпуклый столбик, мы так и вяжем выпуклый столбик. То есть обхватываем крючком сзади и вяжем столбик выпуклый с одним накидом. Накид. Здесь у нас обычный столбик идет, обычный столбик мы и будем провязывать. Дальше по рисунку вогнутый столбик. Мы вяжем вогнутый столбик. Дальше обычный столбик, мы его вяжем обычный столбик с одним накидом. И так продолжаем. Выпуклый, обычный, выпуклый, обычный. В общем, просто по рисунку тут уже думать не нужно. Таким образом мы будем вязать 17 рядов. Ну, я вязала 17 рядов для того, чтобы нормальный загиб шел. Сейчас здесь покажу. Я вот так еще заворачивала. Нитки не убрала немножко, но ничего. Вот так. Это очень комфортно получается. 17 рядочков мы вяжем. Вот это полотно. Я, конечно, не буду провязывать все эти ряды здесь. Ну, давайте представим, что я связала нужное количество рядов. Вот они. До расширения, да, теперь нам нужно сделать расширение вот это, ну, чтобы нормально, комфортно ложилась на шею наша манишка. Как мы ее делаем? 2 воздушные петли подъема, накид. Там, где выпуклый столбик, вяжем выпуклый столбик, накид. Там, где простой столбик, вяжем столбик с одним накидом, простой. Дальше у нас идет вогнутый столбик в серединке. Мы в него провязываем обычным способом в петельку, 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Сделали расширение, да, увеличение петель. Дальше у нас идет обычный столбик, его мы вяжем обычным способом, как столбик с одним накидом. Дальше идет выпуклый столбик, вот он, и мы его провязываем выпуклым. Накид. Обычный столбик опять провязываем обычным способом. Вогнутый столбик вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю. Обычный столбик вяжем обычным способом. И снова дальше выпуклый столбик у нас пошел. Вот так мы будем вязать до конца ряда. Связали ряд с расширением. И теперь мы будем вязать точно так же, продолжая по кругу. 2 воздушные петли подъема по рисунку. То есть там, где выпуклый столбик, мы вяжем выпуклый столбик. И здесь у нас идет 1, 2, 3, 4 обычных столбика с одним накидом. Вот мы их вяжем. 4 столбика, петля в петлю с одним накидом. 2, 3, 4. И здесь у нас случился снова выпуклый столбик. Его вяжем выпуклым. Снова 4 обычных столбика с одним накидом в каждую петельку. 3 и 4. И выпуклый столбик. Так мы будем вязать ряд за рядом по кругу. Расширение, видите, у нас произошло уже. Я вязала 6 рядов. Сколько будете вязать вы, смотрите сами, как вам удобно. Примеряйте, смотрите. Я, конечно, провязывать эти 6 рядов здесь на образце не буду. Сейчас ряд довяжу и вернусь к вам. Довязала я ряд. И вот здесь нужно сделать такую обвязочку по краю, плотненькую, да, чтобы она никуда не загибалась, не волнилась, скажем так. Делала я ее рачьим шагом. То есть вот вы закончили ряд последний, 6-й. 1 воздушная петля подъема и пошли в обратную сторону. Вот в соседнюю петельку вводим крючок, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида.
То есть это столбики без накида, только вяжем мы их не справа налево, а слева направо. Снова в соседнюю петлю вводим крючок, вытягиваем и провязываем столбик без накида. Вводим крючок, вытягиваем, провязываем, вытягиваем, провязываем, вытягиваем, провязываем. Видите, такой краешек получается, он плотненький, скажем так, в отличие от этого. Все, довязали нашу манишку. Получился такой очень быстрый бюджетный вариант. Утеплиться быстро. И ребенку, и взрослому можно как бы очень быстро связать такую вещь. Не тратить много времени. Буквально у меня ушло, ну, 2 часа с небольшим на вязание полностью этой манишки. Или снуда, как хотите называйте. Удобно, любой цвет выбирайте. Один моточек есть у вас пряжи, вам достаточно 100-граммового. Вяжите себе за вечер обновку на утро. Если вам понравилось вязать со мной, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, пока-пока.